Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Солнце стояло в зените, превращая гладь водохранилища в раскаленное зеркало. Воздух в заповеднике долины Лимпопо был густым, пахнущим сухой травой и разогретым суглинком. Даниэль Морган вытер пот со лба, прищурившись на ослепительную воду. Обычный объезд территории подходил к концу, когда тишину африканского полудня разрезал всплеск. Тяжелый, неестественный, сопровождаемый глухим, сдавленным звуком, который нельзя было спутать ни с чем. Это был хрип хищника, оказавшегося в ловушке. Даниэль бросил взгляд на берег. В 200 метрах от него, в центре глубокого залива, вода буквально вскипала. Огромная рыжая голова то появлялась, то исчезала под мутной поверхностью. «Тайрон!» — выдохнул Даниэль. Его сердце пропустило удар. Он знал этого льва 7 лет. Он видел, как этот комок золотистого меха превращался в величественного 270-килограммового царя Прайда. Тайрон всегда был осторожным, но сегодня удача отвернулась от него. Следы на берегу, обвалившийся пласт подсохшей глины, рассказывали историю мгновенно. Лев преследовал водяного козла у самой кромки, прыгнул, но берег ушел из-под лап. Тяжелая намокшая грива льва сейчас работала как свинцовый воротник. Львы — неплохие пловцы, но они спринтеры, а не марафонцы. Намокшая шерсть прибавляла к весу зверя добрых 30 килограммов, а паника сжигала кислород в мышцах быстрее, чем он успевал вдыхать. У Даниэля было меньше 2 минут. Если лев вдохнет воду, легкие наполнятся за секунды, и поднять такую массу со дна будет невозможно. В голове Даниэля вспыхнули все инструкции, которые он когда-либо читал или преподавал сам. Никогда не приближайтесь к раненому или напуганному хищнику в воде. В состоянии стресса лев не узнает хозяина. Он будет использовать вас как плот, утопит, пытаясь выбраться, или разорвет горло в предсмертной судороге. Это был голос здравого смысла, голос миллионов лет эволюции, который шептал: «Беги прочь, спасайся». Человечество выжило на этой планете только потому, что научилось бояться клыков и когтей. Но Даниэль уже сбрасывал ботинки. Он знал Тайрона. Он помнил, как лечил его от инфекции в годовалом возрасте, как спал рядом с ним в вольере, когда тот болел. Между ними существовал невидимый мост, хрупкая нить доверия, которую биологи часто называют антропоморфизмом, но которую сам Даниэль называл единственной истиной. Он нырнул. Вода обожгла прохладой, одежда мгновенно потяжелела, сковывая движение. Даниэль был хорошим пловцом, но сейчас ему казалось, что он плывет в киселе. Расстояние сокращалось мучительно медленно. 20 метров. 10. Перед ним было лицо смерти. Огромные янтарные глаза Тайрона были расширены от ужаса, зрачки превратились в черные точки. Лев бил лапами по воде, создавая вокруг себя воронку из брызг и пены. Один удар такой лапы, даже случайный, мог проломить человеку череп или вскрыть грудную клетку. «Тайрон!» — закричал Даниэль, стараясь, чтобы голос звучал твердо, без тени страха. «Тайрон, парень, посмотри на меня!» Лев вздрогнул. На секунду его движения стали менее хаотичными. Он увидел человека. В этот момент решалось все. Увидит ли он в Даниэле спасение или последнюю преграду перед дном? Даниэль подплыл вплотную. Запах мокрой львиной шерсти, резкий, мускусный, заполнил легкие. Он протянул руку и коснулся мощного, дрожащего плеча.
Кожа под мехом была твердой, как камень, мышцы свело судорогой. Специалисты по поведению животных сказали бы, что это самоубийство. Но произошло невероятное. Тайрон, который секунду назад был готов крушить все вокруг, замер. Он не обрушил на человека всю свою мощь. Напротив, он издал тихий, жалобный звук, похожий на скуление котенка, и позволил Даниэлю поднырнуть под свое плечо. «Тише, тише», — шептал Даниэль, хотя вода заливала ему рот. «Мы выберемся». Он обхватил льва одной рукой, пытаясь удержать его голову над водой. Другой рукой он начал грести к берегу. Это было физически невозможно. 270 килограммов мышц и костей против одного человека. Каждое движение стоило титанических усилий. Мышцы спины Даниэля стонали, сердце колотилось в ребра, как пойманная птица. 50 метров. 40. Тайрон пытался помогать, но его движения были слабыми. Один из когтей льва, случайно в попытке зацепиться за опору, прочертил глубокую борозду на предплечье Даниэля. Кровь тут же окрасила воду в темный цвет. Боль была острой, но Даниэль не разжал рук. Он понимал, если он отпустит сейчас, Тайрон уйдет на дно за считанные секунды. «Еще немного, Тайрон. Давай, друг. 30 метров». Легкие разрывало от нехватки кислорода. Водохранилище казалось бесконечным океаном. Даниэль чувствовал, как силы покидают его. Перед глазами поплыли черные круги. В какой-то момент инстинкт самосохранения снова подал голос. «Брось его. Ты сделал все, что мог. Спасай себя, пока не поздно». Но в этот момент он почувствовал, как Тайрон прижался своей огромной мордой к его щеке. Это не было попыткой укусить. Лев искал защиты, он доверил свою жизнь существу, которое было в 10 раз слабее его. 20 метров. Даниэль нащупал ногой скользкое дно. Ил затягивал, но это была опора. «Давай!» Даниэль вложил последний крик в толчек. Почувствовав опору, Тайрон внезапно преобразился. В животном проснулся инстинкт выживания, но не слепой, а направленный. Лев начал отталкиваться задними лапами от дна, не пытаясь оттолкнуть Даниэля, а словно координируя с ним свои движения. Теперь они двигались как единый механизм, странный, измученный кентавр из человека и зверя. Последние метры были самыми тяжелыми. Берег был крутым и скользким. Даниэль буквально выталкивал льва на суглинку, пока тот не смог зацепиться когтями за твердую почву. Они рухнули в прибрежную грязь одновременно. Даниэль перевернулся на спину, жадно хватая ртом раскаленный воздух. Его одежда была перепачкана илом и кровью, рука немела, а тело дрожало от запредельного выброса адреналина. Рядом, тяжело и хрипло дыша, лежал Тайрон. С его золотистой гривы, превратившейся в спутанные темные пряди, стекала вода. Лев выглядел побежденным, истощенным, но живым. Прошло несколько минут. Мир вокруг начал обретать четкость. Стрекот цикад, далекий крик птицы-секретаря, плеск воды, которая еще недавно была их общим врагом. Даниэль сел, чувствуя, как утихает пульс. Он посмотрел на льва. Тайрон поднял голову. В его глазах не было ни капли той дикой ярости, которую привыкли видеть люди на кадрах документальных фильмов. Он медленно придвинулся к человеку и положил свою массивную голову Даниэлю на плечо. Тяжелая, мокрая и теплая она давила на ключицу, но Даниэль не шелохнулся. Он обнял льва за шею, зарывшись пальцами в мокрую гриву. Это был жест, который выходил за рамки биологии. Это было признание. 20 минут назад это была рутинная поездка. Теперь мир Даниэля Моргана изменился навсегда.
Он сидел в грязи в обнимку с существом, которое могло бы убить его одним движением челюсти, и чувствовал абсолютное, кристально чистое спокойствие. Наука говорит нам, что животные живут инстинктами, что благодарность — это человеческая проекция, что хищник всегда остается хищником. Но наука часто забывает о том, что доверие — это тоже инструмент выживания, просто более редкий и сложный. Даниэль знал, что завтра Тайрон снова будет охотиться. Он снова будет охранять территорию и рычать так, что земля будет дрожать под ногами. Он останется диким львом. Но где-то в глубине его древнего мозга навсегда останется память о том, как человеческие руки держали его над бездной. «Мы живы», — прошептал Даниэль в мокрое ухо зверя. Тайрон в ответ издал глубокий, вибрирующий звук. Не рык, а короткий выдох, похожий на вздох облегчения. История Даниэля Моргана и льва Тайрона стала легендой заповедника, но для самого Даниэля она стала уроком. Мы привыкли считать, что здравый смысл — это высшая форма мудрости. Но иногда высшая мудрость заключается в том, чтобы прыгнуть в воду, когда все твердят тебе остаться на берегу. Потому что только за гранью безопасности начинаются те связи, которые делают нас и, возможно, их чем-то большим, чем просто биологическими видами. Доверие, выстроенное годами, выдержало испытание глубиной. И в этот день в африканской саванне природа была не красной в когтях и зубах, а удивительно, почти по-человечески милосердной.